Представители знака зодиака Рыбы. Мои дорогие рыбы и рыбки, здравствуйте. Второй расклад – события ближайшего будущего. События до конца месяца, последняя неделя июня. Таро на неделю с 24 по 30. И давайте мы узнаем, что подскажут вам карты для вашего знака зодиака. Неделя же 29 число. Это день, когда черная луна или Лилит входит в знак зодиака Весы. И это событие будет продолжаться почти в течение года, по март месяц 2025. И если мы говорим, Лилит, это наши тайные желания. Это то, что мы бы хотели всегда осуществить. Возможно, это то, о чем мы никому не говорили. И нам придется это как-то согласовать с реалиями нашей жизни. Кому это более интересно, мои дорогие, я допишу статью и опубликую на своем сайте. Оставлю ссылку во вкладке «Сообщество», поэтому следите. А также я оставляю на своей странице Facebook обычно ссылки на мои статьи. И кому это занимательно или интересно, вы можете отслеживать мои публикации. Мы же с вами идем дальше. Какова эта неделя для вашего знака зодиака, по мнению карт? Будем реалистами, мои дорогие рыбы и рыбки. Что неделя с 24 по 30 июня для знака зодиака Рыбы? Что важно знать? Что в приоритете? Неожиданности или чего не избежать? Чему сейчас не время, что вам может помешать? А что у вас будет радовать, что вам будет помогать, какие энергии? Что скрыто и по основным сферам жизни? Дела, работа, бизнес. Энергия денег. Личная жизнь. Что же для вас важно? А тут как с нуля. Новые возможности. Хаос перед началом творения. Есть название этого аркана в одной из колод Таро. И у нас шут, который жонглирует всем зодиаком, как маг. Конечно, это новые возможности. И все-таки нулевой аркан, карта шута. Не сглупить, где-то не просчитаться, не прогадать. С одной стороны, карта прекрасна, как, знаете, новое вдохновение, какой-то посыл совершить что-то. Вот с учетом и Лилит, все те энергии, о которых я говорила, рвется что-то наружу. Вот хочу сделать именно так, как мне всегда, может быть, мечталось. И не потом, не отложить на потом, а вот именно теперь что-то начать. Но это как-то соразмерить с реалиями, это тоже будет неплохо, потому что ты не рискуй, нам говорят. Но возможности у вас определенно какие-то новые появляются. И карта говорит, что это ведь старший нулевой аркан. Это как новая страница жизни. Вы переворачиваете. Что-то может начаться совершенно в новом ключе. Это с большим счастьем, с большим вдохновением, с большими возможностями. Но мы пока еще чего-то не видим. Потому что шут, он просто идет вперед. Но есть посыл, что шут не смотрит под ноги или не умеет оценить правильно обстановку вокруг. Замечтаться, потому что он может. А вот вы, мои дорогие рыбы и рыбки, замечтаться, видимо, что важно знать. Не замечтаться будет тоже важно. Хотя к этому есть какие-то, видимо, подвижки или, как мы говорим, посыл. Или есть желание что-то осуществить. Может быть, прежде был период ожидания длительный или какая-то точка невозврата, которую вы уже прошли. И здесь что-то как приходит движение. Вы чувствуете смену энергетики. У нас два старших аркана. Старшие арканы всегда говорят об обстоятельствах, которые извне. И, может быть, эта пауза уже где-то заканчивается. Или вы хотите закончить какую-то тягостную ситуацию и начать все заново. Вы, правда, можете подвести какой-то итог. У кого-то это проиграется и в личной жизни. Когда была зависимая ситуация – это вы, может быть, находились в какой-то зависимой ситуации, и вам теперь это тоже надоест. И вы сами себе скажете, ну все, хватит, теперь будет по-новому. И желание-то, главное, себе не устраивать какого-то тупика. Но еще эта неделя, она в каких-то спокойных энергиях. Или, мои дорогие, вы чувствуете, что вам необходимо подождать какой-то документ.
или какое-то важное решение, согласование, или какую-то конкретную дату. Но карта говорит, это могут быть какие-то задержки сами по себе, потому что старший аркан. Но вы уже готовы идти вперед. Чему сейчас не время? Ну вот основываться на каких-то новостях, к примеру. Или когда мы полностью переключаемся на какой-то новый проект. Вот по аркану Шут. Мы говорили, не рискуй собой. Или когда мы буквально в желании завершить какую-то ситуацию, которая долгое время тянется. Нам кажется, мы сейчас так одним рывком решим все вопросы и устремимся вперед. А карта говорит нет. Прекрасная карта, когда мы зерно наших будущих творений и возможностей закладываем, и это как будущий успех. Это наши первые действия, но в позиции, чему сейчас не время. Поэтому чем-то вы можете быть очень воодушевлены, но пока не время действовать. Все карты нам об этом говорят. Что же вам помогает? А когда вы что-то будете додумывать, анализировать, переложите на конкретные рельсы то, что вы хотите осуществить. Создайте пусть какой-то свой стратегический план, концепцию, которую вы будете готовы потом корректировать. Сама по себе какая-то идея очень ценная, она не должна быть упущена, но в то же время она и не должна переложена быть на какие-то, знаете, хаотичные движения или на какой-то просто рывкообразный посыл. И тут же, когда мы с места в карьер к чему-то несемся, сломя голову и не разбирая дороги, или не оценивая обстоятельства вашей жизни. Вот не должно быть какого-то импульса в действиях, мои дорогие. Паж жезлов, что помогает? Да, это инсайт, это готовность к действиям, это 5 минут до вашей активности, но пока паж стоит. Он еще пока не действует. У кого-то что вам помогает? Обучение, учеба. Карта говорит, ты узнай что-то. Узнай наверняка, просчитай. Вот просчитывать, узнавать, детализировать – это все те энергии, которые вам помогают. Что скрыто? А вот была какая-то у вас прежде совершена ошибка, вы ее попросту не должны повторить. Нам об этом и говорят, что ты можешь как раз где-то, действуя по наитию или положившись, может быть, на свою интуицию, это хорошо, но есть и вокруг тебя события, которые ты просчитать не можешь. И тебе пока, ну, как будто не время вот активничать. И если ты куда-то буквально поспешишь, то ты можешь обновить какую-то либо застойную ситуацию обратно, к чему-то себя словно как отбросить назад. Ты не пройдешь какой-то экзамен жизни, или ты будешь вынужден опять какой-то хлебать вчерашний борщ, извините. И карта Твич к чему призывает? Что ситуация похожая. У кого-то это проиграется, знаете, может быть, через личную жизнь, когда возвращаются к нам бывшие или какой-то человек, вроде бы вы уже и приняли, может быть, прежде решение, что нет, наши отношения закончены, потому что я не знаю, что от человека ждать. А потом вдруг они вспыхивают с какой-то новой силой. Но есть еще и те нюансы, которые вы анализируете очень здраво. И то есть какая-то часть вашей души вас от чего-то может останавливать. Подобная ситуация может быть по работе, по бизнесу, по каким-то другим вашим действиям. Вас от импульсивности, именно ваша мудрость внутренняя, может и останавливать, мои дорогие рыбы-рыбки. Но есть еще и то, что вроде как я хочу осуществить. Вот это самое Лилит может подталкивать к вас к действиям. И поэтому, если мы, ну вот так хладнокровно, как опыт, ситуацию какую-то прежнюю не забываем, а анализируем. Это ведь карта здорового равнодушия. Тогда вторично нам помогает не обновить какую-то прежнюю, ну какой-то прежний минус. Как будто рыбы мудрые, они все знают. Подожди, нам говорят, вот буквально как 5 минут до старта. Но это вот-вот, и что-то кардинально будет меняться. И знаете, мои дорогие рыбы-рыбки, видимо, может быть так планетарно расписание звезд. Ваш знак будет зависеть от событий извне. Вам нужно как-то вписать свою концепцию и стратегию в те обстоятельства жизни, в которых вы находитесь. Меня смотрят люди из разных стран. Вот именно там, где вы находитесь. Что сейчас происходит? Вот, по крайней мере, из этих обстоятельств вам нужно что-то учитывать.
Каким-то образом это может быть подсказка. Или пусть это даже, если мы говорим отношения, но тоже какая-то есть другая реальность, понимаете? И подумайте, вот этот тонкий нюанс, с чем-то вы уже сталкивались. И поэтому как будто вернуться в прошлое вы не должны. Вам только вперед. Аккуратно, осторожно, но вперед. Правда, меняться будет все то, что я сказала. И это как пороговое значение в колесо фортуны. Это поворот к счастью. Но пройти-то это нужно как-то очень, так знаете, на цыпочках аккуратно. И может быть это не когда мы так победоносно как-то идем, расправив плечи, а ну, как-то вписаться в какой-то узкий коридор или в какой-то слепой поворот. Но пройти это стоит, ведь колесо фортуны нам говорят, ты используй какие-то сейчас возможности. Как раз ваша интуиция, ваша мудрость вас будет двигать в правильном направлении. Может быть, важные разговоры совершить, может быть, проанализировать опять же ситуацию извне. Карта еще раз говорит, вот все то, что я сказала, на вас влияет обстановка, в которой вы находитесь. И просчитайте, как вы можете переложить это себе во благо. Именно сама судьба разворачивает вот эту рулетку фортуны в вашу сторону. Но это происходит совсем не так, как вы планировали. Или это происходит не в том быстром ритме, может быть, как вы предполагали. Здесь это происходит медленно, может быть, где-то со скрипом, но это все равно поворот к счастливым переменам. Финансы, нечего добавить. Вот что-то вы не должны, мои дорогие рыбы и рыбки, повторить со знаком минус. И себе навредить. Правда, вот посмотрите, какие чудесные карты. И вначале ведь выпадают все то, что мы говорили, я уже не повторяюсь. Но как будто карты хотят заострить ваше внимание на том, что вот какого-то возврата у вас не должно быть, какому-то минусу. И будет или не будет, это дежавю, зависит от того, как вы правильно проанализируете свои желания и возможности. И карта Солнца – это карта нашего эго, безусловно. Это карта выбора правильного направления. У кого-то по заработкам, может быть, не торопитесь какой-то, если вы ищете работу, мои дорогие, не торопитесь, не просчитав, или подумать, что у меня, допустим, вам предложили одну работу, а вы хотели чего-то другого. Вы отправляли резюме, прошли какие-то, может быть, согласования, или вы хотите, вот продумайте, кем вы себя вообще видите в работе, или свое качество жизни как работника, как вы видите, представляете. Вы хотели, предположим, одного, а вы не получили ответ от той организации или от конкретного человека, вам пока не сказали, и вам приходит предложение откуда-то с другой стороны. И вот вы, я бы сказала, с учетом всех карт, вы не говорите ни да, ни нет, но попробуйте взять нейтралитет, чтобы на всякий случай чего-то не упустить, но и еще максимально может быть, за какие-то дни попытаться продвинуть какую-то свою более желанную теорию или направление, в чем бы вы хотели участвовать. С опозданием может прийти как раз тот вариант по заработкам, который вы бы желали больше. Поэтому будьте аккуратны. Ведь это выбор правильного направления, от которого будет зависеть не только жизнь лет на 10-20, а когда будет зависеть ваше качество жизни, ваше солнце, как минимум на последующие полгода. Но добавить мне нечего, как фортуна, так и солнце у вас выпадает. Личная жизнь, а вот тут какая-то пауза. Может быть, все карты нам как раз и для кого-то тройка мечей. Это те отношения, которые нет смысла продолжать. Или они уже завершились, вам человек о себе заново напомнит на этой неделе, а вы думаете, боже мой, как я устал или устала, как мне какое-то дежавю-то вот уже надоело. Мне хочется, я складываю оружие, я отхожу от этих дел, я просто наблюдаю, я не видеть, не слышать больше не хочу, ведь это сама по себе тоже пауза. И, правда, привести мысли в порядок определенно стоит по части личной жизни. Завершается какая-то история. Может быть, кто-то с вами не согласен, но ваши мысли с учетом пажа, жезлов, даже по части личной жизни, как будто рыбы понимают, что нет, мое счастье, оно должно
строится в какой-то иной концепции. Для тех, точнее, у кого сейчас все хорошо, мои дорогие рыбы и рыбки, в личной жизни, карта может свидетельствовать, к примеру, о том, что, ну, на этой неделе не такой большой срок, ничего не меняется, все как было, так и остается. И вы просто можете с вашим партнером уже продумывать что-то наперед, как новые какие-то возможности, ваши действия. Ну, вот об этом будет говорить карта. Для кого-то карта говорит: удели внимание собственному здоровью. И ты тоже не можешь быть наивным или полагать, что да, недомогание пройдет само. Может быть, есть смысл пройти обследование и о себе самом что-то узнать наверняка. Прекрасная неделя, но очень знаковая может быть и для вас. Перекладывайте на себя, мои дорогие рыбы и рыбки, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.